Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения с мужчиной. Давайте посмотрим, что у вас происходит, на его чувства, ваши чувства. Сделаем на две позиции. Пока можете загадывать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Двоечки пока посидят здесь. Так, сигнификация. Так. Ну, знаете, мужчина-отшельник. Всегда привык быть один, привык зарабатывать один, да, при этом не особо любит людей. Очень любит тактику запугивания, сразу скажу, да. Причем используют ее как и в отношениях, так и с коллегами по работе, да, либо какими-то бизнес-партнерами. Опять же, такое поведение приносит ему, конечно, доход, да, потому что мужчина довольно денежный, да, такой материальный выпал. Но, к сожалению, здесь мало можно сказать о чувствах данного мужчины, да, и, в принципе, по поводу эмоций, потому что он достаточно хладнокровный. Бывает, знаете, вот так вот может продавливать людей, да, довольно сильно, но в остальном по жизни, конечно, довольно жесток, я бы даже так сказал. Не особо ставят кого-то выше себя, да, или даже наравне с собой. Так, что же у вас происходит в отношениях? Интересная ситуация. Вижу, то прерываются, то опять появляются. Знаете, как такие эмоциональные качели. То данный мужчина появляется в вашей жизни, да, причем очень так сильно, мощно, да, эмоционально. Постоянно здесь очень много страсти, да, и постоянно зовет на различного рода встречи, да, то есть не скажу, что эти отношения у вас идут вот продолжительно, да, вы находитесь вместе. Здесь именно больше похоже как на такой романтический интерес, да, какой-то роман у вас. По этой причине мужчина действительно появляется, потом исчезает. Вам кажется, что все, но потом он снова пишет. Я вам так скажу. То есть и здесь, конечно, ваши отношения держатся в основном действительно на вот этой сексуальной связи, да, страсть очень сильная получается у нас. И также действительно то, что вы не обременяете друг друга, по сути, продолжительностью данных отношений, да, то есть вас такое ощущение вдвоем устраивает, что вы иногда встречаетесь, иногда как бы друг о друге забываете. Так, давайте посмотрим, что же вы чувствуете, да, конкретно к этому мужчине. Ну, здесь, знаете, можно сказать, что у вас в основном физическое влечение к нему, да, нет какой-то духовной составляющей, да, опять же, сильной, при этом он вам помогает, да, посмотрите, у вас есть определенные проблемы денежные, да, либо сейчас такой период, скорее, да, и данный мужчина вам дает некую опору, да, в денежном формате, либо по каким-то, возможно, услугам, да, и здесь, конечно, вы в нем видите только либо как секс-интерес, да, либо как действительно мужчину на время, вот что-то в этом роде, но как таковой любви, да, здесь речь как бы не идет о любви. Так, его чувства. Что же он у вас видит? Так. Ну, как интересно, да, вы его совершенно не видите как своего мужчину надолго, тем не менее он в вас влюблен. Да, здесь помимо страсти
есть действительно чувство, да, хоть он достаточно сухарь, данный мужчина, да, очень хладнокровен, но чувства у него к вам действительно присутствуют и очень здоровые, и очень большие, я бы сказал. Безумно нравятся ваши встречи ему, да, если честно, видно по его чувствам, что он совершенно не хочет прерывать, да, данные отношения, что он наоборот желал бы в будущем сделать вас, скажем так, своей женщиной на постоянной основе, да, без вот этих, скажем так, уездов куда-то, да, расхождений, пауз в отношениях. Вот. Но на данный момент, конечно, он не делает. Скорее, он даже видит, что вам это не нужно, да, что вы настроены оставаться там, где вы как бы есть сейчас, да, и вот какие отношения у вас, да, с данным мужчиной, и вот ничего больше не трогать, да, он это видит, и им пока что, конечно, никуда не хочет делать каких-то телодвижений, скажем так, но чувства у него есть, повторюсь, да, чувства действительно сильный, хочет себя и показать, да, и хочет сделать так, чтобы вы поменяли свою точку зрения о нем, понимаете? Так, давайте посмотрим, что же вам мешает, да, главная причина вот этой гармонии, скажем так, что мешает быть вместе, да, надолго, главная преграда. Ну, на самом деле здесь все просто. У вас есть семья. Все на самом деле очень получилось просто у нас. Боитесь измены, да, что они узнают, чтобы ни в коем случае не появился этот треугольник. Да, то есть вот она главная преграда. То есть на самом деле вы об этом думали довольно часто, да, думали о своих чувствах к другому своему мужчине, да, думали о чувствах к нынешнему, на которого вышли карты, да. И здесь, конечно, вы пока ничего не можете решить, да, то есть не можете совершенно принять, не можете действительно подумать, что же делать дальше, да, поэтому приняли решение пока что оставить все как есть и, по сути, скрываться, да, по сути, пытаться, чтобы правда не вышла в свет, да, и как-то удерживать вот все, что происходит сейчас, понимаете. То есть здесь, конечно, это главная преграда, опять же, вам бы и хотелось, потому что здесь этот мужчина вам нравится гораздо больше, да, по, опять же, страстной составляющей, да, страсти, да, и он более сексуальный, да, более могущественный, если так можно сказать, да, и в плане денег, но вы не хотите такое ощущение рушить уже сложившиеся прочные такие отношения, которые у вас были годами. Так, давайте посмотрим небольшое будущее, да, и совет. Ну, данный мужчина, да, с которым у вас такие эмоциональные качели, да, паузы, он будет пытаться вас завоевать. Да, в ближайшем будущем это будет более явно, более откровенно, да, если так можно выразиться. Будет себя показывать, да, с еще более лучшей стороны, понимает, что решение только за вами, да, но это будет что-то типа войны, я бы так сказал, потому что здесь действительно он готов за вас бороться, и он это хочет делать, понимаете, поэтому в любом случае в скором времени вам предстоит действительно выбор, по сути, да. Давайте небольшой еще совет вытянем. Ну, совет прост, да, выберите уже наконец мужчину, потому что здесь действительно мучения, попросту мучения, будут все как бы на вас, понимаете, да, все эти мучения обрушатся вот просто. Да и сейчас вы уже понимаете, что вы все думаете об этом, а выхода не находите. Поэтому здесь на самом деле все просто. Вам нужно принять все-таки сторону, да, вам нужно прекратить между двух стульев как бы ходить, да, смотреть на все и действительно принять уже решение, которое попросту поставит
точку, потому что на самом деле так нельзя. Здесь не дается совет, как именно это сделать, да, но говорится о том, что это необходимо сделать, да, принять действительно выбор. Попробуйте заглянуть, правда, в себя, посмотрите все плюсы, минусы, да. Очень важно заглянуть все-таки себе в сердце, да, посмотрите на свои чувства прежде всего, да, и тогда, думаю, вы найдете ответ на данные вопросы, что делать дальше. Просто вы боялись это делать, понимаете? Поэтому здесь только могу пожелать вам удачи действительно сделать данный выбор. Ну а мы давайте продвигаться к двоечкам. Сейчас мы это все уберем. Так, двоечки, посмотрим сигнификацию вашего мужчины. Ну, знаете, очень веселый, любит свободу, любит проявление чувств, да, очень эмоционален, при этом верит в какую-то справедливость, да, необоснованную совершенно. Здесь иногда прикидывается, знаете, человеком, у которого все под контролем, который может читать людей, который их видит, но на самом деле таким не является. Это что-то типа маски на нем, да, на самом деле он человек совершенно другой. Ему люди не то чтобы нужны, да, он, конечно, зависит от их мнения, но не особо все равно хочет их держать при себе. При этом очень легкий, опять же, такой вот легкий на подъем, да, если его кто-то куда-то позвал, сразу же идет, да, в это место и проводит как бы время с людьми. Но при этом, знаете, есть такая вещь в данном мужчине, что вот он скрывается за этой маской, да, постоянно, что в центре как бы внимания находится, но на самом деле очень одинок, да, данный мужчина. И данная маска, конечно, ему не особо помогает справиться вот со своим одиночеством. Так, что же между вами происходит? Давайте посмотрим. Ну, сейчас у вас, можно сказать, период влюбленности, период свиданий. Пробуйте друг друга, да, смотрите друг на друга, узнаете информацию, да, о друг друге. И здесь, ну, начало отношений, да, очень такая, самая такая классная, я бы сказал, да, и для гормонов, и для всего-всего вещь. И на данном этапе такое ощущение пока что нет проблем, потому что только все началось, да, мужчина действительно показывает себя, вы показываете тоже себя, да, и попросту рассказываете свои истории о жизни, да, постоянно хочет вас увидеть, постоянно хочет вам позвонить, да, написать сообщение и вообще от вас как бы не отходить, по сути. То есть вот что на данный момент происходит. Так, что же вы к нему испытываете? Не уверена, что это ваш типаж, да, вам безумно нравятся все его ухаживания, да, что он действительно уделяет вам внимание. Но для вас главный фактор это чтобы мужчина, во-первых, много зарабатывал, это прям сразу вышло, да, потому что нужно, чтобы он смог обеспечить вас, семью, да, то есть действительно это считается главным фактором. При этом вижу по чувствам, вы смотрели внутрь, но понимаете, что да, он такой хороший, да, он умеет ухаживать, постоянно приятные слова говорит, всегда рядом, но чего-то в нем не хватает, чтобы вызвать в вас действительно вот это ощущение радости, да, ощущение такой вот воздушности, да, то есть поэтому здесь вы понимаете, что возможно это как бы не ваш все-таки типаж, но тем не менее вы решили дать ему шанс, да, по этой причине, собственно, все вот так вот закрутилось, да, и в основном, опять же, про период влюбленности такое ощущение, можно сказать, что это у данного мужчины в большей степени данный период, да, потому что у вас, конечно, в основном, знаете, разум
правит, скажем так, и вы очень хладнокровный человек, и здесь вы больше скорее не по чувствам, а по тому, что будет как бы дальше. Понимаете, что мужчина сможет вам дать, да, что он не сможет дать, да, то есть здесь вы думаете именно в этом ключе. Так, что же он чувствует? Он влюблен очень сильно, да, то есть здесь мужчина, который, знаете, хочет действительно быть с вами, хочет попробовать, но, знаете, совершенно не думает ни о последствиях, ни о том, что будет дальше. Он работает, потом приходит как бы к вам, да, хочет с вами идти на свидание и считает, кстати, что все идет очень хорошо, да, что вы также его любите, что вы также к нему испытываете все эти чувства, при этом, знаете, чувства у него почему-то подкрепляются еще и выпивкой, да, то есть здесь человек просто настолько свободолюбив, что сейчас он еще, знаете, постоянно находится с этими гормонами любви и, конечно, ни о чем не думает. То есть полное такое забвение, полное непонимание того, что будет, да, он и не хочет об этом думать, если честно. Вот, поэтому работа, любовь, работа, любовь, желательно работу поменьше, потому что любви здесь гораздо больше, да, поэтому здесь одна сплошная такая гормональная вечеринка, можно так сказать. Ну, что нельзя, конечно, упомянуть о вас, потому что вы считаете совершенно по-другому. Так, что же мешает? Главная преграда. Ну, видите, здесь на самом деле разность типажей, попросту, да, разность характеров. Совершенно два сторонних человека, которые неожиданно встретились друг у друга на пути, да, и которые познают друг друга, понимаете? То есть здесь просто вот такая надежда скорее. Опять же, мужчина надеется, что вы будете с ним, и при этом такая же надежда есть у вас, но у вас скорее не о конкретном данном мужчине, а надежда в принципе, что вы не будете одна, понимаете, что вы действительно найдете того самого, найдете любовь, собственно, тоже одна из причин, по которой вы вошли в данные отношения и пробуете, понимаете. То есть здесь кроется вот такая главная преграда, это что каждый надеется на что-то свое, понимаете, но никто не думает о совместном. Такая вот у нас интересная история, понимаете. При этом здесь еще можно сказать про прошлые неудачные обстоятельства, да, которые были именно в отношениях. И на данный момент, конечно, вот все дело действительно в этой надежде на лучшее. Такое ощущение, каждый из вас ищет тот самый идеал, да, но все же прекрасно понимают, что идеал найти, конечно, не совсем реально. Так, давайте будущее посмотрим. Будет пауза в ближайшем будущем, где-то, я бы сказал, даже в полгода, да, случится событие. Здесь, знаете, вы замнетесь, да, в отношении данного мужчины, если можно так выразиться, будете долго думать, да, зачем он вам, зачем вам эти отношения, и, в принципе, если честно, вы захотите побыть одна какое-то время. Собственно, не скажу, что это будет точка в этих отношениях, да, но это будет действительно такая продолжительная пауза, попросту. Пауза, которая покажет, да, будут ли эти отношения в продолжении, либо действительно все сойдет на точку. Но вы пока сами не хотите ставить эту точку. Про мужчину я, да, вообще молчу, он действительно очень влюблен, будет, конечно, безумно расстроен, да, это будет тоже для него тяжелый такой период, вас потерять на какое-то время, либо навсегда, да, поэтому здесь, конечно, ну, пауза это не избежать, потому что вижу, что тяжело без чувств находиться действительно
в отношениях, понимаете? То есть любви одного мужчины достаточно не будет. Поэтому здесь, конечно, вам предстоит попросту будет разобраться очень сильно в себе, да, и разобраться, хотите ли вы вообще отношений, да, потому что вижу, что у вас что-то наподобие, я бы сказал, даже депрессии. Довольно тяжелый такой период жизненный, да, отношения, по крайней мере, данные, они не особо спасают. Совет. Ну, здесь совет на самом деле в отдыхе. Да, как бы странно не было, но вы очень устали. Да, и на работе устали, и в принципе были у вас события, которые вас, знаете, пошатнули, скажем так. Поэтому здесь совет такой: не принимайте решения пока никакое. Да, вам действительно нужна данная пауза. Не зря будущее показало, да, что она будет, да. И здесь действительно по совету эта пауза попросту даст вам только плюсы, понимаете. Вы сможете и подумать, вы сможете заняться собой, да, и она вам действительно нужна, чтобы попросту восстановить свой такой вот, ну, баланс, скажем так, да, восстановить гармонию жизненную. Поэтому не бойтесь, мужчина в любом случае вас поддержит, да, потому что он вас безумно влюблен в вас, да. И здесь, конечно, данный мужчина, думаю, вас в любом случае простит, да. Если вы решите в этой паузе к нему потом вернуться, он вас с радостью примет, честно вам скажу, да, потому что любовь, она у него никуда не денется. Но если как бы откажетесь от него, право ваше, опять же, да. То есть главное здесь все-таки позаботиться о себе, да, потому что вижу, что вам это необходимо. Очень устали вы, понимаете, и здесь вам необходимо действительно восстановиться. Если вы не восстанавливаетесь в отношениях, да, действительно может стоить взять данную паузу, чтобы вам стало, опять же, легче, понимаете. Так что вперед, да, вперед, эта пауза вам явно не повредит. Не забывайте о себе. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться, да, ставьте лайки, пишите комменты. Всем буду очень сильно рад. Да, также не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. Я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.